Вы новичок в игре и вам постоянно не хватает серебряных львов на покупку исследованных танков и самолетов? После каждого боя стабильно уходите в минус вместе со своим настроением и самооценкой? И решительно настроены это исправить, причем без вкладывания реальных денег. Вы пришли на правильный канал. Привет, меня зовут Алексей, и вы на канале Gloomy. Одним из частых вопросов во время моих стримов является: расскажи, как заработать серебро? Серебряные львы – это внутриигровая валюта War Thunder. Ее требуется довольно много для покупки открытой техники, исследованных модулей, прокачки экипажей, ремонта техники и прочего. И чем дальше вы продвигаетесь в игре, тем больше серебряных львов необходимо. Например, составление полного набора из техники 7 ранга с экипажами и экспертами может обойтись вам в 10 миллионов этих самых львов. В этом видео я расскажу и покажу, как правильно научиться составлять сетап для заработка серебряных львов, и про некоторые экономические нюансы игры без воды. Вернее, как это делаю я, ведь единственного правильного способа просто нет. Поехали! Все, о чем рассказывается в ролике, подходит для совместных танковых реалистичных боев. Ситуация в аркадных и симуляторных танковых боях будет немного отличаться в ту или иную сторону. Сразу скажу, не существует волшебной кнопки или программы, которая заполнит ваш ангар львами. За все надо платить. Или реальными деньгами, или вашим временем. Для того, чтобы не ходить по просторам интернета и не расспрашивать друзей и стримеров про то, какую технику выбрать для лучшего заработка, рассмотрим основы экономической модели War Thunder. Вся нужная нам информация уже есть в игре. Надо ее просто правильно использовать. Итак, определяемся, на чем же мы будем играть для заработка. Лучше всего подойдет та техника, на которой у вас максимально прокачанные экипажи, и на которой получается играть максимально эффективно, с большим количеством фрагов, захватов точек и вообще, совершением максимального количества полезных действий в бою. И вообще идеально, если в вашем сетапе будут присутствовать самолеты. Для каждого это может быть свой уникальный набор техники. Кто-то предпочитает тяжелые танки, кто-то легкие, или может любит играть на САУ, а кому-то будет достаточно зенитки и нескольких самолетов. Смотрим на карточку техники, наведя на нее мышкой. Нас интересуют две характеристики: максимальная цена ремонта в серебряных львах и награда в серебряных львах в процентах или ее коэффициент. Это основополагающие характеристики для правильного заработка. Они будут отличаться для одной и той же техники для аркадных, реалистичных и симуляторных боев. Посмотрите на вашей любимой технике на эти величины в разных режимах. Только не забудьте потом вернуть настройку на автоматически. На мой взгляд, именно в РБ режиме зарабатывать серебряные львы лучше всего. Но окончательный выбор, как всегда, за вами. Подбираем ту технику, которая имеет максимально большой процент заработка и наименьшую стоимость ремонта. Причем не всегда это будет техника одного боевого рейтинга, особенно это касается самолетов. Цена ремонта является балансной величиной в игре. Ее постоянно меняют в ту или иную сторону, в зависимости, насколько эффективно по статистике играет та или иная техника. Важно, чтобы стоимость ремонта вашей техники после боя не превышала полученного заработка. Помните, что у только что купленной линейной техники есть 10 бесплатных ремонтов, а у премиум 30. Относительно недавно экономическую модель в игре поменяли, и максимальную цену ремонта многих машин привели в адекватное состояние. Но и средний заработок за бой тоже сильно упал. Например, цена ремонта у итальянского G56 – 15 тысяч львов, а у соседнего BF109G14AS в 2 раза меньше. В качестве примера хочу привести сетап за СССР с боевым рейтингом 5,3. Это средний танк Т-34 с орудием Д-5Т, тяжелый танк ИС-1, САУ ИСУ-122 и акционная зенитка Фонг-Хонг. Вам, скорее всего, придется ее заменить на ЗСУ-37. Особенность этого набора в том, что с активированным премиум аккаунтом, к сожалению, без него для лучшей наглядности показать не могу, у меня он почти всегда активирован. Почти вся техника имеет награду плюс-минус 200% серебряных львов, что как для линейной техники очень хороший показатель. Это касается как самолетов, так и наземной техники.
Сравните сами с наградами на технике с другими боевыми рейтингами. И, что важно, минимальную стоимость ремонта. Не более 3000 для наземной техники и 6000 для самолетов. Если летать совсем не умеете, то пока не научитесь, из сетапа для фарма самолеты лучше исключить, чтобы не тратиться на ремонт. Посмотрим на несколько результатов боев. Видим количество заработанного на наземной технике и на самолетах. С премиум аккаунтом и без него. Обратите внимание на дополнительный заработок за активные действия. Об этом расскажу немного позже. Играя на технике этого набора, вы, делая одинаковое количество фрагов, захватов и прочего, получите за бой примерно на 50% больше серебра, чем играя на советском наборе с боевым рейтингом 4,7 со средней наградой 130% серебряных львов. Точно так же вы можете сравнить максимальную цену ремонта и награды на имеющиеся у вас техники изучаемой вами нации. С порядком составления правильного сетапа для заработка разобрались. Теперь перейдем к другим факторам, влияющим на фарм. В каждом бою, совершая какие-либо активные действия, вы получаете дополнительно так называемые боевые награды. Их значки видно в итогах после каждого боя. Боевые награды – это бонусы к заработку за проявление игроком определенной активности в бою. Это может быть как помощь союзникам, так и редкое уничтожение нескольких противников подряд. Каждое достижение после боя дает прибавку к доходности серебряных львов или опыта. Поэтому активно помечайте цели, используя разведку, арт-удар, да и просто пулемет. Не стойте весь бой за камнем или за респауном на скале, захватывайте точки. Это, кстати, одна из самых ценных в плане опыта и серебра операций, помните об этом. По возможности играйте с друзьями в отряде. Это тоже дает неплохую прибавку к заработку. Все варианты боевых наград приведены в таблице. Поставьте ролик на паузу и узнайте, за что можно получать дополнительные награды. Применяйте это в бою. Из очевидного, что чаще всего применяют в игре, усилители на серебряные львы. И гораздо реже новички используют приказы и пари. Все эти бустеры периодически выпадают в конце боя, когда вы играете в рандоме, или один раз в сутки их можно заработать в особом режиме – штурм. Не забывайте про него. Также их можно покупать за облигации или выполняя задания боевого пропуска. С помощью бустеров заработок можно существенно увеличить. Главное – применять их в нужный момент и внимательно читать описание, что они делают. При применении нескольких усилителей сразу эффект не суммируется, а получает некоторый штраф. Поэтому лучше применять их по одному. И помните, что усилители имеют ограниченный срок действия в несколько дней, а потом сгорают. Подробно о бустерах в этом ролике рассказывать не буду, он и так получается довольно большим для данного формата. Если нужно отдельное видео, напишите об этом в комментариях. Следующим шагом станет усиление созданных сетапов покупкой премиумной техники в магазине облигаций, а также участием в марафонах и других специальных акциях, которые регулярно проводятся в игре. Просто следите за новостями на сайте или приходите на мои стримы. Она поможет полностью избавиться от необходимости считать каждую копейку в игре. Например, я за облигации недавно приобрел британский Thunderbolt МК-1 с наградой почти 700% серебра, и мой британский сетап с боевым рейтингом 4,7, кроме удовольствия от игры, стал приносить и до 100 тысяч серебряных львов за бой. Также за облигации можно было купить самолеты XP-50 и BTD-1 для сетапа с боевым рейтингом 4.0 США. Если у вас есть гаджин-коины за проданную акционную технику, присмотритесь к покупке итальянского G55S или немецкой Доры Focke-Wulf 190D13. Рекомендую. Как вы уже поняли, наличие самолета в вашем сетапе существенно повышает средний заработок за бой. На авиации он выше всего. Также за гаджин-коины, как минимум дважды в год, можно покупать со скидкой 50% премиум аккаунт и забыть про проблему с серебряными львами навсегда. Про то, как покупать премиум аккаунт, боевой пропуск, премиум танки и самолеты без финансовых затрат с вашей стороны, я рассказывал в видеороликах про марафоны, внутриигровую биржу и магазин облигаций. Все ссылки в описании. Сколько получается получать серебряных львов уже с премиум аккаунтом и с премиум техникой?
активно летая на самолетах, можно посмотреть на этих скриншотах. Расскажите в комментариях, как дела с серебряными львами обстоят у вас. Какой ваш любимый фарм-сетап в игре и сколько максимально за бой львов удавалось получить? Будет интересно прочитать. На этом все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, или дизлайк, если не понравилось. Спасибо за просмотр и удачи в сражениях. Жду всех на ежедневных вечерних стримах. До встречи!